Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ага, доброго утречка. Так, ну что? Тут я решил поиграться в Suicide Rage. О боже ты мой, не проснулся, язык отлетается. Решил поиграться в Suicide Rachel Foster. Вроде как интересная игрушка. Много-много диалогов. Довольно-таки жутенькая. Так, ну посмотрим. Пуп-пуп-пуп. Дадык. Здравствуйте. Музычку мы отрубим. Так. Угу. Вот так вот еле видно. Продолжить. Поддерживается, субтитры оставим. Игра, наверное, громковато будет. Уже где-то до полтинника сбросить. Шел по графонию. Да, веселка, чуть не эпически. Дайте, пожалуйста, 2. Вертикалку. Поиграю на клавиатуре мыши. Поехали. История, в которую вы собираетесь окунуться, строится из деталей. Внимательное наблюдение, что-то там, то-то там. Моя дорогая Николь. Я так понимаю, здесь нужно тык делать. Тык, да. Ты дочь, о которой мать может только мечтать.
красивая, умная и честная. Мы через многое прошли, и, я знаю, порой тебе приходилось очень нелегко. Но вспомни, что сказал доктор Франклин после твоей речи на школьном выпускном. Столкнувшись с драконом, нужно взять в руки щит и меч. Порой наступает время, когда ты понимаешь, что пора склониться перед драконом. Я всегда считала тебя бойцом, человеком, который не боится трудностей и, столкнувшись с преградой, может взять в руки оружие и отважно броситься в бой. Мы никогда не говорили о том, что произошло с твоим отцом, но сейчас я должна тебе кое-что рассказать, прежде чем эта болезнь разлучит нас. 9 лет назад интрижка твоего отца с той молодой девушкой и ее последующее самоубийство навеки разрушили нашу семью. Я прекрасно понимаю, что ты чувствовала в тот момент. Моего отца для меня больше не существует. Я могу доверять только своей матери. Так, стоп, здесь у нас выбор идет. Так, Юлия, не знаю, ну хорошо, моего отца больше не существует. Что предательство твоего отца уже никак не исправить, и что она правильно поступила, бросившись со скалы. Я всегда была с тобой. Когда ты вывихнула плечо во время своей первой хоккейной игры, когда ты проплакала всю ночь в незнакомой для тебя комнате, когда... Так, и что когда ты целовалась с Дунканом Форбсом под Амелой, ты вышла на марш против абортов, когда... Ты вышла на марш и ты целовалась... Ну хорошо, романтик, ты целовалась с Дунканом Форбсом под Амелой. Окей. Дункан был хорошим мальчиком, и, пускай я об этом никогда не говорила, я сразу поняла, что у вас не будет много тем для общения. А общение – это основа любых отношений. Если вы не говорите, вы отдаляетесь друг от друга. Чем меньше у нас остается времени, тем больше мне хочется тебе сказать. Прежде всего, я должна попросить у тебя прощения. Во-первых, я прошу прощения. Мне и в голову не приходило, что ярость – чувство, достойное доброго христианина. Но она помогала мне справиться с болью. Я не хочу, чтобы ты прожила свою жизнь так же, как я, дорогая моя. Я хочу, чтобы ты освободилась от прошлого раз и навсегда. Поэтому я хочу, чтобы ты сделала то, о чем я тебя прошу. Продай нашу гостиницу. Продай нашу гостиницу. Гостиница принадлежит моей семье, и по наследству она достанется тебе. Ты должна вернуться, Николь. Я наняла адвоката в Хелле. Его зовут мистер Дженкинс, и он передаст тебе это письмо после смерти твоего отца. Меня к тому времени в живых уже не будет. Проведи быстрый осмотр, подпиши бумаги и продай эти стены, внутри которых не осталось ничего, кроме ненависти. Оставь себе столько, сколько нужно, чтобы оплатить свой кредит на обучение, а остальные деньги отдай семье той девушки. Пусть эта история закончится для нас раз и навсегда. Закончим эту историю раз и навсегда. Мы всегда поддерживали друг друга. Хотела бы я и дальше быть с тобой, на твоем выпускном, на твоей свадьбе, увидеть рождение моих внуков. Но, боюсь, это все. Мы не знаем, сколько времени у нас осталось, но я советую каждый час, отведенный тебе, посвятить любви. Это единственное, ради чего стоит жить, бороться и умирать.
Поверь мне, я люблю тебя больше всего на свете. Клэр Уилсон, твоя мать. 24 июня 1991 года. Ну, пока что завязка такая. Ну, атмосферненько, неплохо. Мне нравится. Национальный лесной заповедник Хелена, Монтана, США, декабрь 93-го. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? И вот мы поехали в гостиницу. Я надеюсь, можно будет увеличить субтитры, вот, чтобы это выглядело хотя бы получше. Это 62-й год. Окей. Алло. Что-то на фоне там происходит. Smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Субтитры. Только включить-выключить. Понял. Значит, мы не можем сделать. Так, моя машина. Мамина машина. Ах, ты там ветер херачит. Кнопка. Ну что, призрак счетчика трубит и все. Дверь гаража. Не будем мы тут в фазму играть. Так, ладно. Поехали дальше. Мотоцикл. Мотоцикл. О, осмотреть. Зачем мы его осматриваем? Открыла бы хотя бы. А то такая, красный ящичек. Посмотри. Ладно. Так. Это что? Пустое место, где был топор. А, это нам спойлеры, что ли, уже? Кто-то стащил топор? Моя машина. Уровень. Окей. Дверка закрытая. Не пускают. Ну, ладно. Я думал, как... Блин, после амнезии это... Все двери кажется. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Альпинистское снаряжение, снегоступы, ледоруб, который стащили. Топор стащили, ледоруб стащили. Что за дела? Так. Угу.
Rampage. Diorama in the lane. You are here. Блин, вообще в глуши какой-то гостиницы находится. Ну, что-то курортная, да, она прикольная, а так. Ну, пойдем. Иофон, ты где? А? Ага, мы можем приближать. А где телефон звонит? Я что-то не вижу. Give us a sign. А, вот он, телефон был. 911 emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Так. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Да, хорошо, хорошо. Куда же я убегу, блять, в такую метель? Ну-ка, погоди секундочку. Я тут очки немного сломался. Совсем чуть-чуть. Наебнулся. Так. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Список дел. Мистер Дженкинс сказал, что я оставил ключ управляющего в хозяйском номере. Мастер сует. Так, ну-ка. Блин, прикольно карта сделана. Вот действительно охеренно. Ну, во всех играх такого реализма. Когда с тобой монстр гонится, тебе нужно посмотреть, куда бежать, ты такой нажимаешь карту, она будет погоди, я посмотрю. Это что у нас получается? Гостиница в долгах, что ли, была, или что? Ладно. О, радио леопарда. Ну, пока что с предметами, как я смотрю, только вот с некоторыми, с определенными можем взаимодействовать. Не со всеми. Финансовые документы. О, столько всего повыкинут. Так, и куда нам? Мы сейчас в папином офисе находимся. Это мы прошли. Погоди. Какой этаж? Так, вот гараж. Мы из него вышли сюда, поднялись. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, я что-то не понял.
На каком мы этаже? Вот они офисы, видимо, мы сюда поднялись. Непонятно. Так, выходи. Пошли методом пробного тыка. Двери, которые не открываются. Так, сейчас, секундочку. Подрублю чатик. И можно будет продолжить. Так. Блин, не, ну... Шикарная гостиница. Сколько? Мы никак не можем, да, позвонить по нему. Окей. Пошли замерзнем. Что нет? Не пускают. Не посмотреть, что за окном творится. Ну и все. Так, ну-ка. Чатик управления. Ехали. Алло? Катя, очнись, проснись. Все. Выступлено. Так, ехали. Да боже, телефон, алло. Давайте мне мозги делать. Я так понимаю, это где-то на втором этаже. Нет, стоп. Там у нас находятся жилые помещения. Окей. Давайте спускаться. Искать здесь. Дверка открывается, нет? Здесь еще лестница. Блин, запутаться можно, на самом-то деле. Слишком много проходов, подходов. Бургерная. Так, там у нас гараж. Мы от гаража поднялись сюда. По лесенке пошли прямо. И поднимаемся на main floor, правильно? Где у нас этот подъем? У нас получается по правую сторону бойлерная. Ага. Все. Это еще не считается за подъем. Окей. Тады. Поднимаемся. Беги. Так. И это у нас музей. Вроде как. Так, здесь две двери. Одна у нас ведет. Что-то я не соображу никак. На правую сторону вроде зал и еще какая-то комната, которая не открывается, да? Да, не открывается у нас. Ну, в принципе, если вот это вот считать за ballroom. Так. Ага.
Вот они, офисы. Так, и получается туда, куда нам надо, он находится на 4-м этаже, да? На 1-м этаже. Все, понял. Понял, куда идти. Вот он. Так, мастер Свит, ты где? Там. Блин, охеренно. Вообще шикарно сделано все. Дык. Но взять мы, естественно, ничего не можем. Так. Мастер Свит, ты где? А? Нет, не туда. Оп, не туда. Ну, блин, там окна на распашку закрыть надо. Или что там? Двери не открываются. Ну и ладно. Ага, вот она. Леонард, Клэр, Николь. Ух ж этот Леонард. Ну-ка, смотреть. Подсчеты. Это шо, математика? Фу-фу-фу. Почему такие бесполезные предметы она осматривает? Так, ладно. Где-то здесь у нас должен находиться ключик. Ключик. Выходи, я тебя найду. Чё смотреть? Посмотреть. Стринг. А чё у нас стринг? Психология, это теория так. Башка не соображает, нахер. Чё? Не хочу расслабиться, не хочу думать все. Так, моя комната, мои правила. Понимаю. Полароид. Забери полароид, давай фоткать все подряд. Блин, почему увеличить нельзя? Или погоди, или можно... Нет, нельзя. Слишком мелкий шрифт. Музыкальная шкатулка. Окей. Главное, что интересно, в гостинице же никто не живет, по идее, все, она закрыта для посещения, бардак такой и так далее и тому подобное. Но тем не менее, свет-то везде горит. Бам. Классная комната. Не, реально, смотри, прикольная комната. Особенно единорожки. Вообще. Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Ключ я уже вижу на столе. Но я хочу посмотреть вообще, что здесь. Ого. Так, диски с порнухой. Дискеты, точнее. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition with stockpiles of fuel. Instructions: refrain from going outside unless isolated return home. Блин, вот жесть, я с этим снегопадом, где стоит он.
Тем более гостиница рядом с горой находится, там угол. Так. О, видеокассета. Асав. И такая компания у меня была. Так. Саммер 85. Лето. Бинокль. Бери, будем за соседями подглядывать. Так, что еще тут есть? X-Type. Да, больше ничего нет. А приседать мы... Да, не можем. Незавершенный флип на 360 градусов. Все, завершен флип на 360 градусов. А, там как-то, ну, все. Это... Смотри. Я смотрю, девочка прям увлекалась. Хоккеем. О, отличный рисунок. Да, ну, в принципе, все вроде. Дайте нам на гитаре поиграть, а? Там забацают, что-нибудь. Так. Может, перелистывать никак не можем страницы? Ага. Странный телефон. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. What is this, a joke? Аюа. Hello? О, это модуль? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Такая стервозная бабенца. Bye. На мужика наехала просто. Все, бай. Может, батарейки возьмешь, пригодятся? Нет? Ну ладно. Все, бай так бай. Ванси. Ух ты, как там громыхает-то. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Она вот это называет разрухой. Да боже, дом охеренный. Тут реально как будто... Я не знаю... Люди поехали в магазин за хлебушком. Не дом, гостиница. Это что было? Ванная. Лекарства, туалетка. Много лекарств. Тут прям увлекался. Бритва. Все побрились. Таблетки Леонардо. Без подписи. Ой, все эти. Койгет. Понимаю. Койгет. Все, хорошо, все. Лекарства, моющее средство. Вот, возьми его и помой зеркало. Давай, покажи нам RTX отражение. Круто. Почему мы смотрим такие бесполезные предметы? Пималюкс?
мы вот здесь хотя бы сделали этикет, ну, надписи на этикетке позади. А вот здесь нет, чё? Просто, ну, плута и плута. Окей, пошли дальше. Мать моя женщина, вот это громыхнуло. Так, что это за шум доносится со смотровой площадки? А, ну я так понимаю, это вот эта комната, куда я хотел сходить. Да. Эба. Охереть буря. Просто. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy, Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... how much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Конечно же, да. Yeah? Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Спылила на мужика, короче, и Seriously, обратно. if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man To do what? to try and stop me. Hey, wait! Bye. Ну что, мы отыгрываем, короче... What can go wrong? I have a Не отыгрываем. 1986 Dodge. У нас потенция такая воинственная. Я сама все сделаю, я сама все смогу. Никого не слышу. Потому что я так хочу. Так, куда нам? Сюда нам. Даемся. Ой, какой зал. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Это мы, я так понимаю, сокращаем до гаража? Да? Моющие средства. Не, ну запас хороший. Ух ты, куда это мы попали? Блин, там такая буря. Вот здесь снежка чуть-чуть подпросила. Ну-ка. О, бежали дальше. Не, ну дом охеренный. Жуткий немного, но охеренный. Я круг сделал? А, да, я круг сделал. Я думаю, что за херня? Что за повторение? Так, это у нас откроется, а это? И это откроется. И куда они ведут? Мамина фрисби. А мама-то у нас во фрисби играется. Игралась. Так, открыть. Это я не прошел сюда. Так. Пойдем. Ну короче, правила пользования, типа мойте руки перед приготовлением там пищи. Не хочу думать. Отстаньте от меня. Так, это куда? О, холодильник. Здесь мы и помрем, да? Вкусняшка. Кухня прям как, я не знаю, в каком-то весьма шикарном заведении.
А, пик, свинья. Все-таки пока вот стояла гостиница бесхозная, вандалы тут постарались. Сволочи такие. Что-то там батя прям совсем начудил. Блин, ну мне это не нравится. Погоди, игрушка вроде должна тянуть вообще все. Почему? Смысла на 4К ставить нету. Графика, ну, эпическая. Более качественную мы не можем поставить. Короче, без отражений. Ну, блин. Мы не знаем своего героя в лицо. Героиню. Так. Ой. Нет, ничего. Страшных, пугающих призраков нет. Вот это выглядит как какой-то секретный проход. Ладно. Идем дальше. Это мы теперь. Вы все говно! Расстроенная пианино. Уж эти опечаленные пианино. Так. Вон дверка какая-то. Рисунок. Блин. Когда-то эта гостиница, видимо, пользовалась популярностью. Сколько народа. Ну, есть, конечно, не заказанная картина. Приват, Полное. Пойдем глянем, что здесь у нас. Вообще, по идее, нам в гараж надо, но дом настолько большой, что... Вот это тоже как проход выглядит. Чё? Ага, привет. Так, я нашел, да, твой фонарь. Так. Фонарик. Ну, возьми его тогда, барышня. Понимаю. Так, я все равно забуду, где этот фонарик лежит. Блин. Чё дом такой здоровый-то? Так, ладно, все. Идем назад. Стараемся найти выход. Нам нужно в гараж по квесту, правильно ж? Да. Забрать машину и ехать, пока буря не поднялась. Потому что... Ну, в любом случае, исследование нам не приносит никакой пользы. Мы не получаем ничего от того, что исследуем. Да. А наверняка он будет весь задействован. Поэтому лучше идти по сюжету просто. И делать все, что нас просят. Блин, а ходит действительно как в фазме. Вот в фазме обычно персонажи передвигаются и на шифте. Тяжело. Так, моя машина использовать. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now.
Damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kinda bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh. Fine. Хорошо, мужик отрабатывает. Так, и что нам делать? Давай смотрим. Я должна открыть дверь гаража. Надеюсь, она все еще работает. Кнопка. Используем. Ай-ма. Такой противный звук. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look. I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Окей. Так. Смотрим дальше. Список дел нету. Ну, тогда и... А? А, все. Подождать надо было просто. Hey, found anything useful? No. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh. Thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Ой, да. Ну, это I can't ничего не believe it. выражает. I'm stuck. Shit. Он действительно херовый день, что значит. Ага, день первый. Угу. Так, и что мы тут забыли? Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Рулит вера, мужика. Так, электростанция, да? Генератор, короче, нам найти надо. Но опять ничего нету. Пойдем спускаться, смотреть. Он по-любому где-то возле гаража будет. Ну это не... Или погоди, или у нас бойлерная считается за это.
Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure. You'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Холодильник стал первым вариантом. Нормально. Ну а что, нормально, бобовые бобы в бобовом бобовнике. Так, радио опять у нас не это, не курычит. Irving, Are you at the furnace? he's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Так. Ну, давай смотреть, как мы можем быть. Нет. Что, Петербург, Канада? Нет. Петербург, Канада. Ладно. Так, дух-пердух. Ну-ка, давай-ка. Включаться будем? How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess? What does the pressure gauge read? Что? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. Тык. Действительно по звукам дух-пердух. Боже. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Все, дух-пердух работает. Ну, все, можно идти дальше. Так, здесь у нас что? Короче, это где-то душ надо искать. Видимо, да? Да, список дел опять пусто. О. Боже, как же здесь все запутано. Как много комнат. Как много проходов.
А, завалы можно убрать вот эти вот, чтобы напрямую выходить сюда, нет? Ну ладно. Блин, я не знаю, да это же вообще неудобно делать вот такие вот коридорчики. Так, бойлер рум. Давай обратно выходим тогда. Мэнхолл. Тык-тык-тык-тык-тык. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. Так, сюда вроде. Я смотрюсь от усталости, лягу спать в моей старой комнате в хозяйском номере. Окей, пойдем. Пойдем. Так, где у нас? Мастер Стеф здесь. А, ну да. Все всегда. Правильно. Ну и чувствую, я здесь заблужусь. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Good night. Что, куда? Все? Кровать тыкнуть, не? Бас гитара использовать, все, давай играть. И все? Окей. День второй. Тем не менее, первый день закончился. Естественно, погодка, скорее всего, не успокоится, и мы остаемся здесь, иначе... О, спокойно. Ну все, игра закончилась, что ли, игру прошли? Можно уезжать? Morning. Good morning, Nicole. Не зевай! Спала без I задних slept ног. like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, Собака, Any хорош news? зевать. What? Слышь, ты что, Irving, спишь? Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and But you didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. Алкоголик. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first. Ну, в Then I'll смысле, think если about будет it. только ночь, тогда можно It's выезжать. time for you to take a tour of the pantry. Ну, коня Deal. съела. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Так, и куда нам?
Вы ищете еду в зоне кухни. Окей, поехали. Зона кухни. Называю к тебе. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Не хотел When I was бы. growing up, I used to love chasing mice. Now they're gonna chase me. You'll see. There's nothing to worry about. У меня была муравьиная For a ферма. while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was Wow. swarming with ants. Freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the Вот trash. так вот просыпаешься, Career as держа an муравьиную ферму. entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. А все эти муравьишки, которых ты в аквариуме держал, просто такие по кровати у тебя. Я что заметил, почему я здесь остановился, обратил внимание. Fragile. Типа... Мне это напомнило этот сраный. Я понимаю, что это там хрупкое и так далее и тому подобное. The Stranding. Fragile Express. Не знаю. Вот так. Так, я не туда иду. Мне надо на кухню. А кухня у нас... Где у нас кухня? Кухня, я иду к тебе. А, ну вот здесь вот слева как раз. На кухне тишина. Ну, обрезы и There's приятного some аппетита. food, but it looks moldy. Weird. Didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Так, морозилка где-то. Где морозилка? Морозилка вроде здесь где-то была. Погоди. А, нет. Кухня. Kitchen. Так. Это у нас кладовая. Где? Вот здесь вот что ли у нас морозилка? Да. Суп. Супчик кушать, ням-ням-ням. А? Слышь. Эй, ветер. Ну что? Капец. Hey, you kidding? А, еще и он не отвечает. Там ничего не... Что? А? Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. fucking with me? No. Я не успел What did I нажать. say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit. I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Мы взяли на мужика наорали просто ни за что ни про что. Откуда он, Ален, знает, ты где-то там бродишь, ходишь. Так, в микроволновке можно разогреть бобы. Хорошо, микроволновка, я иду. О, микроволновка. Не знаю, чего она так сорвалась на него. Я понимаю, что, ну, в принципе, испугалась, страшно и так далее и тому подобное. Но... Мужик, причем
в данной-то ситуации. Ты скоро там разогреешься? А? Чё, духовка. Ура! Готово. Кусь-кусь, ням-ням. Пошли АСМР звуки. Что, мы покушали? А, убрать за собой баночку. Что-то как свино-то тут кинуло. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. Ну, когда его About ждать? time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Ну, давай Well, закончим I осмотр. might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. He told me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. Второй It's этаж. surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Так, нет, это не сюда. Нет, это не сюда. Погоди. Что-то я не туда куда-то иду. Нам нужно в main hall выйти. А main hall у нас... А, вот. Вот. А, вот. Так, и на второй этаж. Я что, не понимаю, да? Первым предлагает осмотреть сначала второй этаж. Да. А, тут на втором этаже музей. Юархия. Окей. Ну, давай тогда сначала вот эту сторону осмотрим. Да, ну вот здесь, да, вот здесь состояние уже неудовлетворительное. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. Пытался, но опять увеличить ничего нельзя. Что-то там про крыс. Ладно, слишком мелко. Так. Что это тут за призывы? И дальше. Здесь у нас что? Осмотр. Отменено. Или запрет, или что? Так. Так. Тик-тик-тик. Пошли мы дальше. А, запечатанная дверь. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean? I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace.
You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Продолжаем осмотр. Это мы уже обошли, получается, да? А? Где-то здесь. Телефон. Что говорит? Слон. Yeah. Hello? Who is this? What? What did you say? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. What? You think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Призываем призрака. Прям интересно, это хоррор, ну, я знаю как бы, что это хоррор, вот, но мне интересно, это хоррор с призраками или, типа, на реализме основанный? Интенционная решетка. You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. Жуть какая. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Правильно, так и все. Я что-то не ожидал, как это быстро было. Ну, в плане... Внезапно, точнее. Надпись это день третий. Самоуважение. Воспоминания о спортивном прошлом. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Если... Так. Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry?
The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Шкаф отца. А где шкаф? Ирвин сказал, что мне нужно попасть в лаз через служебное помещение на первом этаже. Окей. Блин, как темно. Так, а где комната отца? Oh, look at that! I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. The key's missing. Well, maybe better that way. Ни хера не видно. Ну, как бы видно, но плохо видно. News? I'm not surprised the academic world distanced itself from Leonard. Why'd you say that? Magic in the stars, life beyond life, the physics of the impossible. You heard of them? He was a man of science, and science has a method. Oh, maybe he was searching for a new point of view. Yeah, sure. Tell that to the treatment of quantum conscience that he never finished writing. I catch your drift. Фотография маленькой заразы. Маленькая зараза. Понял. Так, ну, видимо, не этот шкаф. Не про этот шкаф нам говорили. Полароид. Я так понимаю, это пока что вот этот наш цвет будет. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. Looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I had one just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, "You keep the really important ones Это inside." весьма неприятно. Can't say he was wrong. Oh, yeah. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Потому что во время использования полароида, вот у меня геймпад подключен, он весь трясется, весь вибрирует. Но так как у меня геймпад довольно-таки кривой, вот играть я на нем не смогу, потому что, ну вот, кто захочет вот такие вот дергающиеся картинки видеть. Так. Поэтому мы его отключим. И продолжим с мышей играться. Так, надо понять, где проход у нас, про который говорили. С этого этажа есть. Жутковато. Привет, привет. Да, камера застыла.
Может, просто я сижу, посмотри. Я, может, не двигался. Вот. У меня он отображает вроде нормально все. Ну-ка, сейчас, секундочку, я перепроверю. Ну-ка. Не, все, работает камера. Просто подтормаживает. Ну, она в 30 FPS, она простенькая слишком. Слишком простенькая. Ну я просто могу говорить очень тихо, и из-за этого... Не знаю, а может и действительно зависло просто. Так, нам с этого этажа надо как-то попасть. Может, здесь? Ничего не вижу. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. Я и забыл. Crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Как делишки, Лиз? Так, мы должны найти где-то лаз. О, там еще и буря начинается. Ничего не видно. Ломано. Так, может сюда? Пойдем, может и сюда. Нет, не сюда, значит сюда. Блин, как тут темно. Что использовать? Это что у нас? О, фонарик! Ну так получше будет. Только нужно каждый раз тыкать по нему. Тыкать. Лаз. Нет, не здесь, видимо. Сигареты. Окей. Возьми фонарик обратно в руки. Барышня, ну ты чё? Опять ничего не видно. Вот он. Нашли. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? When I was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse, but the crawl space seems so narrow now. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Говорит, может, ты поправилась просто? Какая, мать его, красота. Shit. What's wrong?
Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark, pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, манекены. Какая красота. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yep, easy. Does it? Давай, вылазь. Вылазь, давай. Так, осмотреть уровень. Зачем нам уровень? Включаем свет. И... Оля! Опа! Готово. Света работает. Помада. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Может, качественная помада, которая не может испортиться? 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Так, ну начну по порядку. У тебя зеленый экран, супер. Камера притормаживается периодически. Так, второй. Ага, день 4. Ну, смотри, у меня не зеленый экран, спасибо, как бы, да? У меня не зеленый экран, это NVIDIA Broadcast. Она убирает как его, фон задний. Вот. То есть обрабатывается это отдельно приложением все и ну, приблизительно это, я даже не знаю, как это поставить тебе. Секундочку. К примеру, я могу сделать вот так. Вот. Или вот так. Пищать. А вот этих товарищей поставить. У меня фоток мало. Ну вот как оно есть. Мы просто сделаем удаление фона. И все. Дойдем. Ну и, естественно, скорее всего, вот именно из-за этого камера сама и притормаживает, потому что еще попутно обрабатывается. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta.
You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Улики. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. А я хочу все That's what прояснить. everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Как дела? А лучше всех. Никто не завидует. У тебя как? Ты, кстати, не ответила. Я спрашивал ранее. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. Да. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Я хочу I'm довериться not busy at the инстинктам. moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Астер Фостер. You know, Ну-ка. I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Так. По поводу пастора поговорили. Это отличненько, что дела нормалек. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... Yeah, sure. Leonard ruined his life over a 16-year-old, became a recluse, lost everything, and in the meantime, he supposedly had another lover, maybe even two. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Ну да. Книга Леонардо. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of Так, course, что there's an получается, отец крыши explanation for потек? everything, and we've got to find it. Видимо, отец стал настолько затворником, что у него крыша потекла, и он начал представлять ее, видеть. Люблю тебя, Рэйчел.
Ай. А что по уликам на стене еще что-то скажет? А, тут In вот this целый article трень. from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. Ну, может быть, ты и I прав. know it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Так, So, газетные listen to вырезки. this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Лиз, а ты чё, когда будешь добивать этот? Как он называется-то? Название вылетело. Игра вот эта со временем. О. Я, правда, название забыл. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? Квантум, да, Квантум Брик. Think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the Сегодня skeleton in вечером в the 7, closet. 7:30. And Окей, once все. they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Секундочку. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. Не надо I'll сегодня. follow it to the T. Нет, чё я еще хотел спросить помимо этого. Я же видел, ты... Так, день 5 у нас. Я же видел, ты фазмофобию себе установила, даже поигралась там, вот в чатике писала. Когда у тебя будет возможность зайти в нее, поиграться? Ну, я бы с удовольствием присоединился. А? Что это у нас? Hey, сон? cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Is it you? For real? Are you real? Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart, Какой лежит? listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. Челюсть, что ли, или чё это Рэйчел, такое? Рэйчел, Здоровая Рэйчел, челюсть. Рэйчел, 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 Рэйчел. Ага. Рэйчел.
Папочка. Так, ну по идее сегодня можно после квантума. Отличненько. Можно. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. The other half ended up in the trash. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the Скоба вроде. headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Скобы? Какие скобы? Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 111. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I я got a видел эту buzz in the комнату. headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Не, я понял, что лежали в снегу. Что именно за скобы, я не понял. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is! There it is! Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear, Dad! Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I Ну, think. да, вон та. 117, yeah. Я прям Same по floor as my ходе ее apartment. еще заметил. Так, ну, секундочку. Ага, да, все это выключено. Окей. Продолжить. Телефон. Давай задокументируем, что он нам скажет, что он... I can still hear А, that guy вон что за treating скобы. Rachel's Все, alive. понял. If he calls back, go into special protocol mode. Which is? Trying to sell him a vacuum cleaner. Why did I even ask? Так. 18. Иди сюда. Сейчас заметили еще тады-тады. Hey, I found the room. but Someone barricaded it Ah, with an ну, L я bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement.
Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Так, отвертку тоже мы где-то видели. В принципе, я потихонечку начинаю, ну, вот эти вот пути запоминать. Где что находится. Ну, в плане... Привыкаю к обстановке. Конечно, не вот те вот запутанные коридоры. Hey, found the screwdriver? No. I can't believe it. What a bunch of clowns. In Leonard's hotel. Here. Well, I can see why you're pissed. They must have shown up between deliveries. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. Не, ну, в принципе, да, когда... Сама по себе обстановка в этой гостинице очень печальная. То есть здесь у нас 4 этажа. Вот, карта здесь прикольно сделана. Вот. Но коридоры здесь такие запутанные. То есть вот первые 2 этажа еще понятные. Остальные 2 это нечто ужасное. Ну ладно, еще 4-й этаж, он там более прямой. Вот. А тут, как говорится, сам черт ногу сломит. Так, по квесту мне нужна отвертка, чтобы снять скобу. Может, я найду ее в подвале, бойлерной или в генераторной. Так, закрыть. Вот у нас генераторная открыта. Вот здесь мы видели отвертку. Поднять. А, можно идти. Слушай, а может и в бойлерной тоже отвертку стащить? Ну-ка. И будет у меня 2 отвертки. Нет? Буду всем говорить, что у меня вот такие вот. Так, ну-ка, тихо. Нет, больше нету. Ну ладно. Ну и не больно-то и хотелось. Пойдем. Я говорю, вот Фрейджел у нас же хрупкая, да? Я вот первый раз, когда увидел коробочку с Фрейджел, я сразу же про этот, про Death Stranding вспомнил. Ну, я об этом уже говорил, но ранее. Я тогда не был. Повторился, да. Не использовать. Здравствуйте. Снова пачка сигарет. О, снимок. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. So sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me.
Там кассета лежит, но взять мы ее не можем. Я по поводу дески, я думаю, я буду перепроходить, может быть, где-то в мае месяце. Ну, 2021. Так, кассета. Попала без вести. Целые кассеты, которые мы взять не можем. Вот кассета. Так. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, Buttergrass, we've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I see you smoking the good stuff. Is that what I mean? Jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. Sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Well, you're not taping. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a... oh my... Oh my god! It moves! Oh god! Yeah, I'm telling you! Shut it down! I can't find the keys! Oh god, this place is Where? keys! Keys! Hold on! The light! Иди нахер, я вас не звал. И дверь захлопнулась. Все, можем выключить. А, само выключилось. Ну окей. О нет, дверка сама открылась. Что нам делать? Как нам быть? Помогите, спасите. Так, все, здесь я ничего не могу. Видеокамера. Нет, видеокамера нам не нужна. Очки. Положить. Так, идем дальше. Вот как бы, смотри, для гостиницы, которая 4 года не использовалась, вообще здесь людей не было, получается. Ты посмотри, как она выглядит. Да, там на 3-м этаже, там полное все заплесневение. Вот насчет этих непонятно, они реально что-то видели или их просто пугал, мы знаем кто. Ну, я тут эту игру сравниваю с фазмофобией. Ну, типа, ходим пешком, бегаем, тоже не очень быстро. Ну, щитки эти все, как в фазмофобии. Не знаю. Не, ну, я прикалываюсь, естественно. Ай, решать что-то надо. Так. Есть ничего не активно. Что тогда? Проверим комнату и оборудование, которое оставили эти недоумки. О, чемодан. Открыть мы его не можем, да? Ну ладно. Не больно-то и хотелось. Еще есть что-нибудь посмотреть? Вот. Это Рэйчел Фостер, пропавшая без вести.
получается, все, можно выходить. Микрофон. Зачем нам микро? Что мы ищем? Hey! Это что было? For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? You gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Саша, сядь. День 7. Надо будет визаж глянуть, посмотреть, что он там все. Сколько он вообще стоит? Стоит ли его покупать? Не, ну в принципе хоррор прикольный. Блин, сейчас, короче, секундочку гляну. Я лучше гляну, что он там. Визаж. Угу. Рублей. Окейушки, пусть будет. Так. Потом поиграемся как-нибудь. Так, что мы ждем? Ёлка. Here I am. You still there? Where else should I be? Did you forget what day it is? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. But I don't get it. You've been a part of this place since you were born. You belong here. I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. Be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. Да, действительно, раньше не представляли, что вот так вот с телефонами. Ну, да, мы рады, что он здесь. Yep, I probably would never have said that either 2 days ago. Maybe once this whole thing is over, we could, We... Oh, us the clay. You... Us? We'll see. It's sure gonna feel weird not to talk to you at least once a day. Same. Oh, hold on a sec. I'm going. Получено достижение, красотка. Okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah. I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it.
These are my memories, and, А? that Это sound. тебя? Was it on your end? No? What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. Слышим звон, бежим на звон. Так же в хоррорах делают. Не просто ж так микрофон, блин. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. Нет, там. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Болтайте быстрее. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Нет, снижается. Блин, ну, может наверху? Нет? Может в этой комнате? Что за звук был? Нет, точно не здесь. Нет, точно не здесь. Наверху, видимо, все-таки. Вот я не пойму, откуда звенит. Охотник за призраками. You hear me? For fuck's sake. Сюда? Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? Я слышу It's this какие-то звуки. microphone. Sometimes it captures sounds, What sounds? whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Звук отключения рации прям 100% как один из звуков Alien Isolation. Ну, может быть, игра создавалась тоже такой маленькой компании какой-нибудь, которые просто с бесплатной библиотеки звуки потырили. Так. Ладно, мать. Все-таки вон как. О, мы рядышком. Давай. Извиняюсь. Ну, получается, из этой комнаты оно вдруг прекратилось, окей. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Надо здесь все дезинфицировать. It's this hotel. I didn't hear you.
You know, for a second it was Жарким nice to пламенем. imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore, it's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Окей. Картина не нужна. Так. День 8. Я приехала всего на пару часов, чтобы проверить гостиницу, забрать там какие-то документы и уехать. Вот, а в итоге уже больше недели сидишь, застряв из-за снегопада, бури. Жесть. Йо, красота. Это что у нас? Сон? Предметов нету. Видимо, все-таки это кошмарик. Окей. Там проход, тут проход. Давай в темноту. А, нет, здесь просто доски. Ну, оно явно выглядит как проход. Комнатка Гарри Поттера. Пустое место, где был топор. Так это что, спойлеры? А, все-таки это не сон. Самое страшное место тут. Ну да. И жутковато. Все-таки это не сон, это скорее всего проснулись мы какого-то хера там. Лунатим. Или кто-то перетащил нас. А, ну да, вот они все предметы. Поэтому и не могли ничего выбрать. Короче, не сон. Irving? Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here.
One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. Окно. Irving? You still awake? Yeah, sure. I thought you'd gone back to sleep. No, don't worry. Ну, мне I'm приятно not знать, good что with ты здесь. words. I Хорошо. mean, with people. I feel like I don't thank you enough. I really want to be there for you. And it would be interesting, nice, I don't know, to meet, maybe. If I ever get out of here. Anyway, yeah, it would be interesting. Irving from FEMA. Oh, cool. Yeah. What would you like to do? A day at the lake? I think I caught a glimpse of Hauser Lake yesterday. That would be nice. Yeah, it would be nice. So, I'll organize it. Yes, sure, yeah. Cool. I'll go. Yeah, me too. Я надеюсь, что я правильно иду, и мне надо обратно в церковь в эту сходить. Да, я должна вернуться в церковь. Я этого не хочу, но, возможно, мои прогулки во сне что-то значат. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. В любом случае... So you're excluding the idea that I received our Lord's calling in the dream? I never thought about that. Sister Nicole doesn't sound bad at all, though. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Вот, наболтались, можно идти. Идем. Как это? Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. Mystery of the secret storeroom. Ooh,
Sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. Total mystery. Want to play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Спальные мешки. 2 штука. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Ugh. I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh. Okay. А продолжение? Practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Не за что. Ну-ка, на эту тоже споешь? Блин. Она каждый раз после просмотра какого-то предмета убирает обратно фонарик. Ой, та-та-та-та. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. Слишком You смахивает на think it's ужастик? too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. Я тебя You're пощажу. better off listening to a cat in heat than my scales. Well, you can always pick it up again. Even if I don't think it's crucial. I mean, playing the organ. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Так, чёт я уже вообще запутался.
Все, в принципе. Рэйчел же была дочерью пастора. Все. What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Я почему-то сначала подумал, что раз ее сравнивали с Рэйчел, типа Рэйчел сестра главной героини, ну нет, это не так. Короче, что-то это, загнался, задумался не о том. Пластиков здесь не было. Или я просто вниз не смотрел. Окей. Ну-ка, карту дай-ка нам. Если я разгадаю эту загадку, я смогу найти старую кладовую. Может, как раз вот этот под лестницей проход, про который я говорил? А? Бабушка! Бабушка, ты какого хера тут делаешь? О, стоп. Что это такое? А, можно и без света попробовать. Then the stars, watch your steps. А, это вот загадку как раз, которую... Посмотри назад. Духи с тобой связаться хотят. О, черт. Ой, как приятно снежок под ногами хрустит. Погоди. Вот этот звук. Ой, какая красота. Так, у нас здесь... Ну, здесь просто забить. А вот здесь дверь. Открываем. Здесь кто-то был. А? Поняшка качается. Понятно. Придурок. Разрисованные стены. Ну, а света у нас здесь нету, да? Основного. Ну, выглядит жутко. So, found the mystery decorations? No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there now. Wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Ой, бля! Лиза! Было жутко, да. Ох, что-то я это... Срался немного. Эч металл.
Да, это было неожиданно. Так, это тоже у нас ноты. Рапунцель книжка. Так. У нас есть ключик, у нас есть мышка. И мышки ничего нету. Куняха. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't. Let me go on. Я так понимаю, это вот как раз ну, скобу вот ту видели? Вот, и это ящик из-под скобы. Какого хера? Ключик. Ключик от чего? Брэдкрам? Hey, can you hear me? Я специально молчала, чтобы ты выразился. Хитрый. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Так, ну, в принципе, все. Вроде все исследовали. Yes. Nicole, listen. I don't know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. No way. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a... The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Даже выбрать не дали. Я об этом, в принципе, в самом начале говорил, что, скорее всего, отец крышей потек. Asshole. How
dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Нужно вспомнить, что я Maybe if I делал. think through my steps, I can work something out. First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Смотрел у Артура вот так вот. Слегонца начало видел, типа прикольнуло. То, что она такая историевидная. Сюжетик. Вот. Что я могу сейчас пока сказать по всему этому поводу? Я вообще согласен с мужиком, что типа какого хера есть спецслужбы. Езжай ты нахер отсюда, пока есть такая возможность, и пускай уже там ищут, разбираются. Нет, надо вот это вот выеживаться. Так, музыкальная шкатулка, использовать. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage, that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? Значит, не знаешь, чем дело You and кончится. Ну Mom да. started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Я так думаю, что... Блин, ну, в принципе, я предполагаю, чем может игра закончиться вообще, вот, но... Если это не самокопание, вот... Если это самокопание какое-то, то есть вообще вот это все она там видит, представляет и так далее и тому подобное, тогда вообще... Тут какой угодно может быть результат. Так, запечатанная дверь. Irving. Finally. Ну, в данный момент хорошо, I ты know, это I все, что told you есть to у go to меня. hell. I was dying on this chair.
Да, мы You're right. сорвались. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Как я видел, вот здесь вот, по-моему, где-то проход, по-моему, про него. Ага. А ну, а ну. Манекены. Слышь? Здравствуйте. 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 Ну... Окей. Irving? Что за дикая дичь? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. А, у меня... А, все прожимается. Выбрать я не могу ничего. И мы теперь выходим. Жутенькая. Вылазь давай. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? А? О чем ты? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. А? Че, у нас Ирвин тоже замешан в этом, что ли? Так, Ирвин, что ты делаешь? Что скрывается за запертой дверью на втором этаже? Ну, давай обратно бежим. Так, это ж... Да, второй этаж. Я, в принципе, ожидал, что все эти манекены повернутся. Вот, но, видимо, здесь все-таки это... Реализм идет. А не всякая потусторонняя хрень.
Стоп, а где эта дверь была? Я что-то это... Дверь с замком. Или она этажом ниже все-таки была? Наверное, этажом ниже. Пускаемся. Это... Я что-то запутался. Потерявся я. Потерявся. Где-то дверь была. Так. Он хотел сделать ремонт. Ремонт происходил на 2-м этаже, но из-за того, что кредит ему не дали, он все это дело приостановил. Значит, здесь все-таки где-то, на этом этаже. А, наверное, вот сюда надо. Не влево, а вправо было идти. Да. О, цепи нету. Здравствуйте. Мы тут не одни? А можно было хоккейную клюшку с собой забрать? Опача. И это шо, батяня тут развлекался? Так. Доказательства. Это что у нас? Это устройство чего? Машина как устроена. Вайтл, привет, привет. А мы тут и это, пугаемся чуть-чуть. Так, это погодка. Что за игруля? Суицид Рэйчел Фостер игрушка называется. Чисто... Ну, я бы назвал его психологическим, скорее, хоррором. Вот, который больше на сюжете основывается. Вот, без всяких там скримеров, без всякого этого. Единственный скример, который здесь был, это звуковая команда от Лизы, в которой я это немного... По-моему, припустил. Пустая кассета, музыкальный сборник. Клинки Крисмас. Фотография нашей машины. А, ну сейчас, да. Кстати, это вот в Рождество было сделано, когда елку она ставила. Значит, все-таки кто-то есть тут рядом. Кто-то с нами есть в доме. 23 декабря. 93. Так, пустая кассета. Доказательства. Николь Дада. Слушай, ну... Что за коды? Странные цвета в 89-м. О, в этом точно такой же камин. Короче, текстурки фазмофобии и этой игры одни и те же. Понимаю. Ты раз не играешь? Ага. Да я смогла это, а то команд наделал и не пугался, но сегодня у меня получилось. Я еще смотрел сегодня по поводу команд, но что-то меня ни одна из них не впечатлила. Надо что-то из игр пихать. Скорее всего, вырезать, пихать. Так, передатчики радиотелефона. Так, это фотка манекенов. А почему он наклонен? Ладно. Морозилка. Это у нас церковь. Окейшки. Передатчик радиотелефона.
Hello. I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. Что ты сделал? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Кто ты? Где ты? Что ты хочешь сделать? Ира, что ты хочешь сделать? Ну-ка, давай-ка. I want to tell you a story. О, история? Я люблю истории. Рассказывай. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. У Рэйчел был брат младший. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. А мы ненавидели сестру? Ну ладно, мы не ненавидим. Your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are... Так, секундочку. Да-да-да-да, где ты там у нас? Поп-поп-поп-поп-поп. Так.
Да, я подстригся. Так, я приставку через провод выключил, попробую, может не будет сегодня тупить, это будет круто. Может наконец квадратиться перестанет. Вот. О, там винишком баловались вчера. Понимаю. Круто. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Что ты хочешь? What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Скажи, чего ты от меня хочешь? What you want from me? You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Так, ну я не пойму, и при чем тут Николь? Она что, этой клюшкой забила Рэйчел, что ли, или что? Вроде же нет. Ну, по факту она сама ничего такого не говорит. Фотки комнаты. Какой-то тотем, которого мы не видели, кстати. Или видели, но упустили. Мамина машина. Наша машина. Наша машина в другом ракурсе. И какой-то коридор. Окей. Так, если не сильно не отвлечет, расскажи о 2 словах о борьбе с пиратами. Я бы назвал ее хорошей убивалкой времени, сессионкой, вот, с очень красивой графикой. Ну, ты сам видел, какое там море. Вот оно обалденное, волны, вода, вообще там сделано просто прекрасно. Суть в чем? Это мультиплеерка, на сервере которой находится... Я не помню сколько, 4 или 6 кораблей, что ли? Ну, максимальное количество, или 8 кораблей. Не буду врать, не помню. Ну, немного, в принципе, человек. Вот. У тебя есть сюжетные истории, у тебя есть острова, между которыми можно плавать, есть неписи, с которыми можно сражаться, да, есть игроки другие, с которыми также можно сражаться и получать ачивки. Ну, ачивки, прокачивать уровни у всяких фракций, вот, и так далее и тому подобное. Если вкратце, убивалка времени. Вот. То есть ты вот, как в тех же, не знаю, в том же Overwatch, в тех же танках, в тех же варшипах, в тех же там варфрейме, варфрейсе и так далее и тому подобное время заходишь, убиваешь, да, сессионно. Вот. Здесь то же самое, в принципе, но только на все на это нужно побольше времени. Потому что там не быстро, там все спокойно идет, потихонечку, помаленечку. Ну, это онлайн-игра. А, вот, Андрюх, привет. Вот, 6 кораблей, говорит, на серваке. Вот. Это онлайн-игрушка. Вот. Ну, РПГ бы я ее не назвал. Просто сессионка. Я знаю, чем игра закончится, это тут самая развязка уже. А, так мы за 3 часа игру уже прошли, что ли? Блин, ну интересно, чем закончится. Как бы, я вообще не понимаю, какую роль Николь здесь играет. О, то есть, ну, что он так взъелся там на нее. Понятное дело, если, да, если она там вот как манекен этот стоял, если она клюшкой запинала Рэйчел вместе с ребенком, тогда да. Ну, ёп. Она вроде ничего об этом не говорит. Как
бы сама в шоке от смерти ее. Хотя, может, она запинала и забыла? Так, Элизабет, самое крутое, что во время пути можно было бы поболтать и в музыку позалипать. Я подумал, типа шмот, прокачка. Не-не-не, там ничего такого нету. Единственное, что ты там... Ну, по шмоту, единственное, что ты сохраняешь, оно как бы у тебя... Ну, ты нафармил ресурсы, продал их торговцам, да? Купил себе какую-то шмотку, все, она у тебя к аккаунту привязывается, к пирату твоему созданному, и все, и она так и остается. Она никуда не девается. Так, здесь у нас проектор использования. А еще что-нибудь есть интересненькое? Ключ от чего-то. Рэйчел. Ну это уже что, это уже батина, что ли? Фотография. Ну, давай проектор, понял. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you talking in the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. В смысле, она здесь? Не надо нам тут... Понимаю. Быться. То есть внезапно игра переросла в этот... Скажи, я скажу, как он называется. Потусторонщину всякую. О, вспоминал. Короче, батя у нас, получается, суициднулся тоже, да? Смотреть Рэйчел. А там что?
Мелкий шрифт. Черная машинка. Ну, я так понимаю, все-таки у нас Николь захерачила ее клюшкой и забыла благополучно об этом. Такая, ну и все, говорит. Больше катушек нет никаких. Посмотреть, нет? Так. Внутри машины Клэр. А? А чё? Неужто наконец-то, спустя неделю, она захотела смотаться из этого места? Аллилуйя. Я думал, мы этого никогда уже не увидим. Перепрыгни, перелезь. Нет? Окей. Как бы еще на второй день можно было отсюда смотаться и не париться. Нет, блин. Надо было выпендриваться. Поехали. Ура! Ёж твою что заново. Ох, эти сквозняки. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. I refuse to keep listening to you. I just want to get out of here. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Ботинки. Загадочные. Что, мы можем выйти? Да? Ладно, машина. Что мне пришло в голову внезапно? Я бы очень хотел сильно видеть вот эту вот карту фазмофобии. Вот прямо в один бы ее забацать туда. Согласись, Сера, было прикольно. По насыщенности вот она была бы такая же. Конечно, да, она большая, как школа, примерно, нет, даже больше, наверное, примерно как психушка, но это было прикольно. Наконец-то смотаться отсюда. А ключи нам дали? У нас же ключи вроде не работали. Багаж. Вау, это что такое? Чё она взяла про запас?
Моя машина. Что в идеале? Отмыть, 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 отмыть. Короче, у нас, похоже, Николь уже немного этой кукухой поехала. Возле бойлерной вроде. Или здесь. Я не помню, где у нас стиральные машинки стояли. Возле кухни вроде. А, вот они. Нет, не работает. Раковина. Ну, раковина, давай используй. Понимаю. Правее он лежит. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. Мамаша, короче, в порывах ревности заколошматила 16-летнюю девчонку беременную. All this
gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? Возникает вполне, в принципе, закономерный вопрос. Stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Топ. Rachel? Да какая нахер Рэйчел, это уже мозги на бекрень едут. Успокойся, женщина. Получено достижение в одиночку. Ну, сейчас по факту, вот, как бы закономерный вопрос, о чем я говорил, возникает. Так как их два ребенка было, дочка и сын, да, вот этого пастора, почему он не обращал на внимание, где пропадает его сынишка, куда он делся и так далее и тому подобное. Далее. Ну, сейчас же можно, в принципе, спокойно взять. О, Дженкинс. Так тихо. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Женщина, ты чё, ты о чем? Выезжай из хаты и езжай в полицию.
know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember when Меня очень смущает вот эта вот трубка. Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Кого использовать? Можно выйти? Как-то... Не? Wait. I did all that you asked me. Женщина, думайся. Я так понимаю, все, ничего сделать нельзя, да? Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Я не знаю, как на это реагировать. Я, кажется, понимаю, что трубка это, видимо, ведет от глушителя. Ну, нахера я не понимаю. Так выйди! Алло, женщина! Видишь, выключить? Дура, что ли? Окей. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. В новом месте получено достижение. Что, блять? Не, ну вроде как мы ее оставили в живых, я надеюсь, и, я не знаю, и женщина это одумается, не станет страдать херней. Ну а по факту так, на протяжении всей игры игра мне понравилась. Ну, прикольная игрушка. В принципе, такая вот. И всё. Ну, я надеюсь, вот это вот «Сиди, я сам открою», она одумалась и не стала суицидаться. Разобрались, получается, с задачей, что на самом деле не Рэйчел суициднулась, а просто мамаша ее заколупала. Я так понимаю, даже батя об этом не узнал, узнала об этом только, ну, Николь, наша главная героиня, но из-за того, что там слишком строгий взгляд был у мамаши, она решила все это закопать глубоко в себе, ну, не вспоминая. Короче, прикольная игрушка, но концовка нахера. Просто. Когда шаги слышно было, ты мог пойти посмотреть? Мне не давали возможности управлять. Ну, то есть я мог камерой вертеть, а управлять персонажем, ходить, бегать я не мог. Ну прикольно. Мне озвучка очень понравилась у персонажей, очень хорошо подобранные голоса, вообще прям приятно было слушать. Аж захотелось перепройти снова в этот Firewatch. Кстати, тоже идея, надо будет взять его да перепройти.
2 травмированных ребенка. Ну да. Не, ну все вот эти хлопания двери, вот эти шаги, то есть и я их больше здесь ссылаюсь на то, что это уже крыша просто потекла у персонажа. Вот, я все думал, может его остановить можно Ирвина. Не знаю. Вот, может быть. Не, ну игрушка однозначно прикольная. Кстати, эти же разработчики сделали игру, вот здесь вот только что высвечивалась Witcher. Прикольно, забавно. Вот. Ну, Firewatch обожаю. Да, прикольная игрушка, сюжетная, классная, и диалоги тоже там вообще превосходные. Вот. Во что дальше? Так, а что у нас есть? Погоди. В принципе, это дело мы прошли. Давай тогда мы переключаемся на... Вот так вот. А здесь мы делаем выход. Так. Нет, этот хоррор мы прошли. Я, в принципе, знаете, что думаю? Наверное, я все-таки схожу, что-нибудь перекушу, потому что я как проснулся, еще даже не заглядывал в холодильник. Кофейка только хряпнул, и все. А попозже, может быть, что-нибудь я запущу. А может быть, и не запущу. Пока что не знаю. Посмотрим. Вот. Ну, по-любому, я в Геншин бы сходил. Там надо ежедневки доделать. Ну, точнее, сделать ежедневки. Чё-то игра затянула. Вот это вот анимешная ваша Зельды. Понаделают всякое. О, это... Короче, да. Да. Ладушки, ребятки, спасибо вам большое за то, что были со мной, за то, что смотрели. Вот. Надеюсь, понравилась вам игрушка. Обязательно во что-нибудь такое еще сыграем. У меня там, в принципе, у меня в загашнике еще валяются игры, такие как... Ой, боже ты мой. Только вспомнил и тут же забыл. И обсервер у меня лежит, и... Как она там называется-то? Мысли, как чьи-то там... Сейчас. Я лучше включу, посмотрю. У меня есть обсервер. У меня есть амнезия, но амнезию я не знаю, я, наверное, амнезию не буду проходить. Вот, я ее давным-давно проходил. Пока что что-то не тянет. Blair Witch есть, не пройдено. Есть Close to the Sun, есть Канариум. Также, помимо этого, имеется у нас... Flyers of the Fear, первая и вторая часть. Тоже надо бы пройти их. Что еще? Я вот не знаю по поводу Сомы. Мне игрушка очень нравится, я ее проходил. Но я бы с удовольствием, в принципе, наверное, глянул, как кто-нибудь бы ее прошел. Или самому пройти еще раз. Не знаю, посмотрим. Также есть Такома. А, вот. What's Remnants of Edith Finch. Игрушка. Вот в нее бы я. А вы видели, новая игруха вышла, Little Hope? Да, я видел по поводу этой игрушки, но... Она настолько кривая, несмотря на то, что ее там считают проектом. Вот, что я прям и не знаю. Я жду, пока Medium выпустят. Очень такая прикольная игрулька. Сейчас. Да, вот Medium пока выпустит игрушку. Не знаю, короче, все посмотрим. Посмотрим, проверим. Поиграемся еще обязательно.
Очень много недоработок с анимациями персонажей, очень много багов, ну вот насколько я видел, играются ребята. Ну, то есть ощущения примерно такие же, как если ты игрался в игрушку под названием Mass Effect Andromeda. Ну, вот примерно те же самые ощущения от Little Hope. Вот. Я надеюсь, конечно, что это в дальнейшем поправит, ее можно будет купить, поиграться в нее, но пока что вот так вот. Ну, так. В любом случае, ну, в принципе, она хотя бы хорошо, что вот нынешняя игра, вот, самоубийство Рэйчел Фостер, она вышла коротенькой, то есть вот мы ее за 3 часа с половиной, грубо говоря, прошли. Нет забав. Ну то есть. Прошли, все, успокоились, все, вышли. Вот. Так, ладушки. Ребятки, всем большое спасибо за то, что смотрели, за то, что сидели со мной. Вот. Всем спасибо, как говорится, кто будет это в записи делать, смотреть. Интересно, у меня друг прошел, прям рекомендовал, говорит, на одном дыхании прошел. Вот. Я тоже попробую, но я патч подожду все-таки. Вот. Пока патч выйдут. Вот. По поводу Heavy Rain, я пока что даже не знаю. Heavy Rain, что она у нас там вообще выходит? Три предложения, 782 рубля. Ну, пока что погодим с Heavy Rain, ну, потому что у нас там есть еще полно игр. Вот. Да. Тоже глянем. Тоже забегу. Вот, все. Уже сколько можно прощаться? Ребятки, спасибо вам большое. Хорошего дня вам. Я не знаю, запущу или нет что-нибудь позже, но на данный момент пока. Up here, we're free, bound only by frozen memories, lost in time, racing all these broken dreams tonight, and we'll fly. I will